Привет, друзья! Меня зовут Лавринович Артем. Вы смотрите меня на канале в центре Бразилии. И в этом выпуске вы узнаете, где мы находимся и что вокруг за озеро такое, как возникла современная столица Бразилии. Правда ли говорят, что в Бразилии живут такие горячие парни и настоящие жаркие девчонки? Как с ними познакомиться и почему здесь самый популярный способ знакомства – это Тиндер? Сейчас все узнаете. Итак, центр Бразилии. Как вы знаете, столица Бразилии носит одноименное название со страной – город Бразилия. В ней живет всего лишь 3,5 миллиона жителей. Это третий по величине город в стране после Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, но однако столица оказалась именно здесь. И, о-ля-ля, возникла она на берегу вот этого огромного озера. В чем здесь секрет? На самом деле секрет прост. Дело в том, что это озеро искусственное. В середине 20 века правительство Бразилии решило построить новую столицу, потому что прежняя столица, город Рио-де-Жанейро, просто захлебывался от пробок. Было невозможно проехать, было невозможно пройти. Город обрастал многочисленными фавелами. Это районы, где живут преимущественно бедные люди, которые добывают свои деньги, свои средства при помощи грабежа. И встал вопрос: надо что-то делать. Правительство Бразилии объявила международный конкурс на выбор места и на будущий архитектурный план новой столицы. С названием особо не заморачивались. Было принято решение назвать город в честь страны – Бразилия. Это была, если мне не изменяет память, первая новая искусственная столица. После этого такой путь еще проделало несколько государств, но Россия, как вы знаете, по такому пути не пошла. В России переносили столицу всего лишь из Москвы в Санкт-Петербург и потом вернули ее обратно. А в Бразилии столица побывала за это время в городе Сальвадор, в Рио-де-Жанейро. И вот сейчас вот столица находится здесь, этот город Бразилия. В центре Бразилии очень необычный климат. Когда в России лето, здесь зима. И зима – это такое очень засушливое и очень жаркое время. Да-да, зимой здесь, как ни странно, жарче, чем летом. Но самое главное, что зимой здесь практически нет дождей. Вот сейчас здесь наступила такая уже средняя осень, дожди уже закончились, а к концу зимы будет очень-очень сухо. Поэтому первый вопрос, который стоял, это как обеспечить всех жителей водой. Для этого правительство изначально выделило огромные территории под национальный парк, чтобы все-все-все реки, которые текут из всего-всего-всего бассейна, текли только в одно озеро, в одно искусственное озеро. Это огромнейшее по размерам озеро. Оно размером примерно как исторический, если, конечно, можно так сказать, исторический центр столицы Бразилия. И именно из него всю воду пьют жители этого славного города. Вода здесь действительно чистая. Но это озеро, на котором мы с вами находимся, вовсе не то, из которого пьют жители этого славного города Бразилия. Это центральное озеро Лаго Централь, как его многие здесь называют, которое состоит из северной и из южной части. Озеро образует, если посмотреть из космоса, что-то наподобие огромной птицы. И встал вопрос, а какой город можно построить на берегу озера Птицы? Озеро, которое искусственно получилось после того, как запрудили несколько местных рек. Победу в этом конкурсе одержал проект одного молодого архитектора, в ходе которого город должен был предстать в виде самолета, где его крылья – это как раз главные основные жилые кварталы, а в голове находится президентский дворец и дворец вице-президента республики, а также все-все-все министерства. Изначально в этом новом городе никто не хотел жить. Но представьте себе, вот вы, допустим, живете в крупном городе, у вас есть маленькая торговая лавка, вы знаете своего каждого клиента, и вдруг вам говорят: в вашем городе пробка, переезжайте в новую столицу, и вам там будет хорошо. Жители задумались, а стоит ли нам приезжать? Тогда правительство стало раздавать первые участки земли и первые квартиры бесплатно. Бразильцы тоже любят халяву. Халяву любят не только русские. И многие клюнули на это и поехали сюда. И, как мы знаем сейчас, не прогадали. В частности, наш друг, который приютил нас здесь и у которого мы сейчас живем, тоже в свое время его родители купили здесь большой участок земли, большую ферму. А сейчас эта ферма стоит очень много. Ее неоднократно пыталась захватить строительная мафия. Но она, слава богу, цела. Но об этом вы узнаете в другом видео. Любой искусственный город продумывается изначально на века. Так и здесь. Берега этого центрального озера были изначально размечены про усадьбы.
Вы знаете, многие из этих усадеб люди получили изначально бесплатно, землю под эти усадьбы, но буквально за 10 лет земля взлетела в цене просто в какие-то космические разы. Но правительство продумало заранее. Оно выделило ряд зеленых зон, одну из которых вы видите у меня за спиной, где любой житель может прийти искупаться, поплавать. Там находятся великолепные беговые и велосипедные дорожки. И даже к этому озеру правительство придумало функции. Охранная зона, где президентский дворец, зона, где можно спокойно купаться, плавать, кататься на виндсерфинге, и зона, где можно плавать на таких вот лодках. Наша, как вы видите, не моторная. Город поделен на разные сектора. Есть жилая зона, есть административная зона, есть торговая и индустриальная зона. А есть также зона развития. Но, что самое интересное, вокруг города находится очень большое количество национальных парков, во многие из которых пройти даже нельзя, чтобы, не дай бог, не повредить девственную природу. И благодаря этому в этом городе всегда чистый воздух. Что самое главное нужно понимать про город Бразилиа? Ради этого города был сделан специальный федеральный округ. В этом городе все продумано, все просчитано. Этот город свободный от фавел, и тут даже практически нет бомжей. Ну, по крайней мере, я их видел только однажды. Этот город самый европейский город из всех городов Бразилии, и нам здесь действительно нравится. Интересно, а понравится ли здесь вам? Вообще, друзья, взаимоотношения полов и истории о том, как познакомиться с настоящей горячей девчонкой или где встретить великолепного парня мечты, это темы, на которых можно говорить просто вечно. И ни один спикер вам полностью не раскроет эту картину. Затрону лишь маленькую историю того, как сближаются в Бразилии и как сближаются в России, и в чем здесь разница. Разница здесь очень большая. Представьте себе, что существует некая дистанция между парнем и девушкой. Как ее преодолеть? В России эта дистанция преодолевается, достаточно, скажем так, равномерно. То есть вы сначала можете встретить девушку в какой-то компании друзей, поговорить с ней, заиграть. И вот эта дистанция, она будет постепенно вас сближать. В Бразилии здесь все наоборот. Чтобы вы вообще понимали, как в принципе можно познакомиться в России и как познакомиться в Бразилии точно нельзя, расскажу вам одну разницу. У меня есть друг. Этот друг, я не скажу, что он профессиональный пикапер, но он любит этим заниматься. Так вот, как он в метро знакомится с девушками? Он мне рассказал стратегию по принципу «пан или пропал». Видит красивую девушку, желательно, где-то, чтобы она была студенткой, лучше не старше, можно даже школьницей старших классов. Он показывает в метро, смотрит на нее, ловит взгляд и делает вот такой жест. И существует два варианта реакции. Либо девушка засмеется, и тогда он к ней подойдет, представится, либо просто отвернется и сделает вид, что ничего не произошло. В Бразилии такая история невозможна. Здесь после вот такого жеста девушка покажет либо вот так вот, то есть пошел ты нафиг, дорогой друг, либо, вряд ли обратиться в полицию, хотя сейчас ходит здесь такая социальная реклама, что если мужчина к вам пристает, навязывается, то можете пожаловаться на преследование с его стороны. В этом принципиальная разница. Но если ситуация совпадает, то есть, например, вы находитесь заранее какой-то оговоренной вечеринке, в заранее каком-то месте, где подразумевается, что все, кто находятся здесь ради того, чтобы вместе провести время. Так вот, в этой ситуации в Бразилии вот эта дистанция, она сильно сокращается. Она сокращается намного более, чем в половину. То есть вот на такой вечеринке вы можете спокойно подойти к девушке и спросить: «Эй, привет, а ты чья подруга? Ты подруга вот его?» Обняться там, сказать: «Да, здорово, рад тебя видеть. А меня зовут Артем, а тебя как зовут? Да, здорово». То есть вот такие общие ивенты, общие мероприятия, они очень сильно сокращают эту дистанцию. Для сравнения, в России, наверняка многие из вас приходили на день рождения общего друга. Неважно, вот куда бы вы ни пришли, вот эта равномерная дистанция будет все равно. Просто когда вы находитесь в каком-то замкнутом пространстве в России достаточно долгое время, например, вот на том же дне рождения, в течение всего вечера, то эту дистанцию помогут преодолеть рамки вот этого праздника. Поэтому девушка на процессе, когда она будет преодолевать или вы будете подходить вот это самое расстояние к ней, она просто не сможет уйти. И поэтому в России это вам поможет познакомиться. А в Бразилии совсем нет. Именно сама обстановка, сами заявленные условия. И это очень важно. Также очень важно то, как воспринимают бразильянки
свое знакомство и как воспринимают русские девушки знакомство с вами. Мы не будем здесь брать пример о том, что «Привет, о, ты такая профессиональная коллега, я посмотрю, как ты фотографируешь, какие у тебя хорошие фотографии». То есть имитация знакомства или на самом деле знакомство по профессиональному принципу. Это работает всегда, везде, но просто изначально это как бы такой более сложный шаг. То есть если ты хочешь познакомиться с девушкой, исходя из какой-то карьерной помощи или наоборот карьерной помощи тебе, то ты должен хотя бы понимать, о какой области идет речь. То есть, если ты спросишь девушку, а чем ты занимаешься, она скажет, я монтажник-высотник на стройке дома, а ты при этом являешься, допустим, балетмейстером, ты скажешь, стройка дома, как здорово! Давай поговорим о том, как замешивают бетон. Согласитесь, это не тот путь, в котором получится познакомиться и нормально замутить с девушкой. Возвращаемся в Бразилию и в Россию. В России, преодолевая этот путь, у вас может произойти все само собой. Как-то завертеться, закрутиться, можете поцеловаться. Но в принципе, если это не какая-то взрослая компания, условно говоря, 30+, я имею в виду 30+ девушка, да, которая понимает, что да, можно, опять же, рамка условная, но вот когда девушка уже вышла из возраста, когда она активно ищет себе спутника жизни, когда она его либо нашла, либо когда она его уже нашла, и ей вот прям вот больше такого счастья, как говорится, не нужно. Либо когда у нее нет спутника, когда она его не ищет, она просто хочет весело провести время. Вот мы не берем такие ситуации. Мы берем ситуации, когда девушка действительно ищет свою вторую половину. Так вот, в России после первого контакта большинство девушек воспринимает историю как типа, вы должны после этого как бы встречаться, перейти на следующий шаг. В Бразилии это не так. В Бразилии после вот такого вот контакта такой контакт не говорит о том, что вы должны продолжить свою встречу. Вполне нормальным здесь является вопрос. Типа вот у нас произошло, это у нас, давай определимся, давай договоримся с тобой. У нас это серьезно или нет? И независимо от шага, здесь не принято обижаться, потому что здесь ценится индивидуальность. В России девушка может обидеться и сказать, ах ты подлец, я рассчитывала, что ты мной воспользовался. Тут такое исключено. Тут сначала происходит, а потом уже выясняют, что это у нас было. Почему происходит именно так? Потому что, опять же, если что-то произошло между нами, и я чего-то хочу, это не означает, что я должна или должен лезть в твою жизнь и требовать того же. Все мы личности, все мы независимые личности. Да, что-то было. Ну и что теперь? Нам чего теперь? Идти в ЗАГС? Вторая особенность знакомства, о которой важно проговорить, это то, как сделать вот этот самый первый контакт. Дело в том, что далеко не все жители Бразилии могут организовать вот большие огромные вечеринки, встретиться в специальных клубах, а тут есть специальные такие как бы клубы знакомств, в которых тусит молодежь. Во-первых, кто-то чувствует себя там неудобно. Да и вообще в таких клубах, вы знаете, в них очень шумно. Вот можно послушать, например, уровень звука, который в принципе там есть. И вот представьте себе, в таком клубе можно нормально подойти, что-то узнать, подмигнуть, зафлиртовать. С одной стороны можно, но с другой стороны это будет на очень-очень повышенном звуке. Да, привет! Вообще никто никого не слышит. Очень сложно, особенно иностранцу. Да и вечеринки такие проходят далеко не всегда. В России с этим, немного проще и немного сложнее. В России нет обязательных ритуалов или строгих запретов, где знакомиться можно, где знакомиться нельзя. На этом же устроены основные вот эти все огромные пикап-курсы. С девушкой можно познакомиться на пляже, в зоне отдыха, в парке. Здесь это не так. Здесь должна быть именно какая-то обстановка, где девушка специально понимает, что с ней хотят познакомиться. А как быть в условиях, если в реальном мире такой обстановки нет? И тут на помощь нам приходит проверенное средство под названием Tinder. Здесь он называется Ти, читается как Чи, поэтому Tinder. Не секрет, что Бразилия это вторая страна в процентном соотношении, в которой люди знакомятся, используя Tinder и вообще онлайн-приложения. То есть, представляете, на Земле
около 200 государств. И Бразилия занимает, вот такая Бразилия с такими открытыми людьми, к которым можно подойти на улице, обратиться, он всегда тебе ответит, поможет, или просто вот в клубе подойти к девушке, там, обнять, сказать: «Привет, как дела?» И все будет нормально. Ну так вот, Бразилия — это вторая страна, где наибольший процент людей знакомятся в Тиндере. Почему это происходит именно здесь? Ну, смотрите, если в реальном мире у вас нет какой-то адекватной площадки, где можно встретиться и познакомиться, ну, предположим, вы живете в маленьком городке, а во время какой-нибудь воскресной мессы в церкви знакомиться тоже, знаете, не особо принято, то вам помогает Тиндер. Действительно, огромное количество людей и огромное количество откликов, как от парней, так и от девчонок, можно встретить именно там. Мы проводили эксперимент. В России я и Настя, мы завели по страничке. Так вот, я не буду говорить о том, что какой-то красавчик, скорее нет, я какой-то фриковатый чувак. Ну так вот, в России на мою анкету откликов было примерно где-то 0. Здесь на мою анкету, хотя количество нормальных, красивых вещей и фотографий, которые есть здесь, а у меня в Тиндере в анкете были бразильские фотографии, так вот, в России они не заинтересовали никого. А здесь они заинтересовали, огромное количество девчонок. При этом, когда мы были в Северных Штатах, где преимущественно, меньший процент белого населения, моя анкета была интересна, вообще от слова практически всем. Я отбиваться буквально вот не мог от лайков, от признания взаимной пары и так далее. У Насти ситуация немного обратная. В России, когда она завела свою страничку, опубликовала ее в Тиндере, ей сразу посыпалось огромное количество лайков, всяких комментариев, фотографий, типа у нее была фотография, где она ходила на Байкале, по льду озера Байкал на коньках. «О, как здорово, это озеро Байкал, я тоже там был. Ты любишь коньки? Давай с тобой познакомимся. Ты хочешь прокатиться со мной на коньках?» Это ей посыпалось столько фраз и комплиментов. Здесь, когда она завела свою анкету, комплиментов было намного меньше. Какие-то скромные лайки от непонятных парней. Никто ей первый не написал. Нет, кто-то, конечно, написал, но это были не те десятки, может быть, даже сотня отзывов, а это были буквально какие-то единичные посты. Это говорит о том, что здесь примерно равный потенциал, здесь примерно равные возможности у парней и у девчонок для того, чтобы познакомиться в Тиндере, и они относятся к этому нормально. Были девушки, которым я писал первый, и которые мне отвечали. В России такое бывает далеко не часто. Парень может написать 10 сообщений, только, дай бог, на одно из них ему придет ответ. А здесь я написал буквально где-то 5, и на 2 или 3 мне пришли ответы. То есть девушки вступили в диалог. Многие могут подумать, что это идеальная возможность для парней приехать сюда и устроить себе отношения. Кто знает, кто знает. Может быть, это так и есть. И именно после таких онлайн-знакомств в Тиндере, когда можно попереписываться, договориться о встрече, и возникает тот самый удобный момент, когда девушка подходит к вам в парке, но вы уже знакомы, и вы можете с ней заговорить. Она вам не покажет вот так, а вам не придется ей показывать вот так. И после этого, может быть, даже получить по башке, если вдруг ее кавалер идет сзади. И еще важный момент, который нужно сказать про обязательность. Дело в том, что в России можно и нормально, когда вы о чем-то просите, о чем-то спрашиваете, и вам говорят «нет». Но это, наоборот, считается хорошо, это открытость, это положительное качество, как проведение бизнеса, так и проведение встреч. Если вы написали девушке: «Дорогая, давай с тобой встретимся», она спокойно может написать «нет» или «извини, я с малознакомыми людьми не встречаюсь». Или напишет: «я не против, но мы еще слишком мало знакомы». «Я не против, но мы еще слишком мало знакомы» — это означает, что мы слишком мало знакомы, поэтому глобально я не против, но сейчас нет. В Бразилии, так же, как и, например, в Китае, насколько я знаю, очень боятся обидеть собеседника. Поэтому абсолютно нормальной является история, когда девушка пишет: «Ой, здорово, классно, давай с тобой встретимся». Ты пишешь: «Да, давай с тобой встретимся в четверг». Она пишет: «Хорошо». Я пишу о том, что давай в среду с тобой устроим контрольную списку и окончательно подтвердим время. Она пишет: «Хорошо», но в среду она не выходит на связь. И потом может абсолютно нормально, спокойно выйти на связь в пятницу и спросить: «Привет, как дела? Ой, извини, в среду, в четверг чего-то я не смогла». А может быть, даже так и не скажет, просто выйдет, как ни в чем не бывало, на связь в пятницу и скажет: «Привет, так ты еще хочешь встретиться?» Это абсолютно нормально. Она не могла сделать четверг, но ей было неудобно ответить вам в среду, что «я передумала, извини, у меня изменились планы». Она просто умолчала.
В России это свойственно, когда речь идет о подростках, о подростковом возрасте, где все совершенно не обязательно, когда вам 14, 15, даже 17 или 18 лет, вы можете написать девушке: давай договоримся о встрече, встретимся, и она может просто исчезнуть. Также может поступить, к слову, не только девушка, но и обычный друг вашего пола. У меня, по крайней мере, такие истории были. Может быть, я уже слишком большой, и сейчас так не принято, все такие обязательные. Напишите об этом в комментариях, что вообще об этом думаете. Ну так вот, а здесь вот такая необязательность – это как бы элемент национальной культуры. И как вы думаете, работает это в плюс для отношений или нет? В любом случае, друзья, мы с бразильцами слишком разные, но у нас есть одна очень важная и очень главная черта. В случае, если вы открываете свое сердце, вы, будучи вы бразильцем или россиянином, то другая сторона не оставит вас в беде, поможет вам, даст какой-то совет или, может быть, даже окажет материальную поддержку, материальную помощь. Такое вполне возможно. Вот наша история, которую вы пока еще не знаете, тому явный пример. И такую отзывчивость я встречал вообще абсолютно везде. То есть, когда я стою, смотрю в телефоне, ко мне подходят и говорят: ты что-то потерял? Могу я тебе чем-нибудь помочь? Ну, когда я видят, что я смотрю карту. В России у меня такое тоже бывало, но я занимался картографией. Это бывало, когда я поздно-поздно вечером, находясь с лыжами и с рюкзаком, смотрел карту около какого-нибудь садового товарищества. Мне задавали вопросы: ты потерялся? Ну, потому что там очевидно, что я прям потерялся, да? Хотя я рисовал карту. Так вот, в Бразилии вам помогут, ответят намного быстрее. И бразильцы искренне готовы вам помочь. Также и в России. Мы только немножечко более холодные, немножечко изначально более черствые. Но я абсолютно точно знаю, что если вы, бразильцы или американцы, или кто другой, кто видит это видео, познакомитесь с русским человеком, откроете ему свое сердце, то он вам абсолютно точно предложит помощь и отдаст последнее, что у него есть. Такая вот славянская душа, такая вот бразильская душа. Вы смотрели это видео на канале «В центре Бразилии». До новых встреч, друзья! Дует ветер свободы, поднять паруса!